Их вот мы и ждем, зато сразу 3 штуки. Агата Петрова тренируется у Владислава Сизганова в Санкт-Петербурге. Арина Парсегова. Это еще одна спортсменка из школы «Хрустальной». Такой забавный факт есть в интернете, если поискать, что в 21 году в возрасте 9 лет Парсегова на удочке выполнила аксель в 12,5 оборотов. Вот так. Ну, кто-то, по-моему, Аня Щербакова говорила, что на удочке хоть 20 я могу сделать, но, по-моему, это даже на удочке непросто раскрутиться на такое количество. Да, да. Ну, такие вот были эксперименты. Очень такая нервная разминка. Я вот сейчас смотрю, как участницы готовятся. И вот, в частности, Маргарита Базылюк только на последней минуте начала уверенно себя чувствовать, потому что, видимо, чего-то она от себя ожидает. Ставит какие-то определенные планки, цели. И ниже опускать это она, естественно, не хочет. И у нее есть все шансы не только на подиум, но и, я думаю, на победу в сегодняшних соревнованиях. На данный момент ориентир для остальных спортсменок по баллам — это результат Виктории Стрельцовой 197,86 баллов, которые она получила по сумме 2 программ. Ближайшая преследовательница от нее на 16 баллов отстает. На льду Кира Гудаева, Санкт-Петербург. Музыка для ее программы написана для сериала «Плоть и кости». Это сериал о балете. А вот это слово «дакини» происходит из дзен-буддизма и индуизма и обозначает духов женского рода, связанных с трансформацией и мистикой. В контексте этой программы музыка символизирует внутреннюю борьбу персонажа и моменты ее просветления.
Трибуны поддерживают Киру Гудаеву, спортсменку, чей родной город Красноярск. А сейчас она тренируется в Санкт-Петербурге. Криками «Молодец, молодец!». Явно есть у нее здесь своя группа поддержки, которые более эмоционально реагировали на все элементы. Хотя здесь вообще очень забавная такая обстановка. Есть некоторые группы болельщиков, которые, ну, явно, ну, если не в первый раз на фигурном катании, то не часто бывает, но кайфуют от того, что происходит. Там послала одна из фигуристок сердечко на трибуны, и там такие болельщики: «О, да!» На нас обратили внимание. Интересная обстановка. Ну что у нас по программе получается? По программе все хорошо, за исключением второй части. Там немножко все-таки наковыряла на тройном флипе с двойным тулупом. И в целом-то программа смотрелась хорошо, легко, и было видно, что у нее определенный ритм. То есть где-то она добавляет, где-то она берет паузу. И все очень четко, выверено. Вращение старалась, за исключением тоже последнего комбинированного, только третий уровень судьи выставляют. И почему-то находят недокрут на комбинации во второй части программы: тройной флип, двойной тулуп, двойной аксель. Это очень такая дорогая комбинация, но вот судьи находят там галку и снижают очень серьезно. А что вот с этим падением? Оно какое-то как будто потерялась спортсменка в этот момент. Уже же, ну, не было исполнения прыжка как такового. Бывают такие моменты, наступают, когда мышца перестает подчиняться сигналам мозга, и она просто, бывает, выключается. Обидно. И это приходит просто с опытом, ты начинаешь чувствовать свое тело лучше. И пожелаем Кире удачи, потому что дебют, в общем-то, удался. 169 баллов, и она на 7-м месте. На льду Аделина Камалова, Казань. Саундтрек из Анны Карениной.
какое прекрасное начало заключительной группы участниц у нас сейчас. И Аделина Камалова поддерживает этот настрой. Отличная программа. И вот она очень цельная, эта программа. Такая и эмоциональная, и Выглядит как настоящее да, произведение. Как классическое такое суперкатание. И по прыжкам все очень ровненько. Единственное, вот судьи находят такие какие-то вот недокруты, недочеты. Очень, вообще-то, строгие судьи сегодня. Начала произвольную программу Аделина Стройнова-Сальхова. Затем тройной луц с тройным тулупом. Да, вот здесь явно был недокрут. Тройной Ридбергер. Вот очень такое нежное катание. И эта программа ей вот подходит. И она хорошо и чувствует. И видно, что прям вот переживает. И дает вот эту эмоцию зрителю. Я бы сказал, что это уже похоже, начинает быть похожим на взрослое катание. Есть такое. Вчера в короткой программе тоже судьи хорошо оценили эту спортсменку. И сегодня она также продолжает держать планку. Да, конечно, у нее нет четверных прыжков, нет тройных акселей. Но при этом последние разминки выглядят очень достойно. Серьезная девушка из Казани. Чуть-чуть, наверное, не хватило подачи. Да, это намек на взрослое катание. Но если добавить подачу, программа засияет еще лучше. По произвольной она занимает только 6-е место, а вот в общей сложности пока 3-е, потому что откаталась чище своих конкуренток. Мирослава Лезина, ученица Оксаны Михайловны Булычевой, катается под саундтрек из кинофильма «Фрида». А вот это уже должна быть серьезная работа. Это драматический фильм о судьбе знаменитой художницы Калы Фрида.
noche irá sin prisa de nostalgia. Habrá de ser un tango nuestra herida, un acordeón sangriento nuestras almas. Seremos esta noche todo el día. Vuelve a mí, amame sin luz en nuestra alcoba azul, donde no hubo sol para nosotros. Ciégame, mata mi corazón en nuestra alcoba azul. Какая интересная звездочка. Это Мирослава Лезина. И так трогательно и эмоционально, и с такой необычной глубиной она делает некоторые хореографические решения, демонстрирует, что страдания, что вы знаете о страданиях, сейчас я вам об этом расскажу, и ты веришь этому. Это очень здорово. Ну и, к сожалению, сегодня самой пришлось немножко пострадать в начале этого проката. Что случилось-то вообще? Да, Покажите на ровном нам. месте, к сожалению, просто вот упала с бегового шага. Начала очень так активно, интересно. И тут раз, и Сама все, и себя просто подсекла, как села, будто бы. и в бортик. Мы тут все за голову схватились. Ну, молодец, сделала тройной Ридбергер стартовый. Поехала дальше работать. А по поводу страданий, Василий, я вам так скажу. В принципе, она может уже рассказать о страданиях, потому что она занимается профессиональным спортом. Спорт без страданий, к Согласен, сожалению, согласен. не бывает. Действительно, очень яркая звездочка, вчера покорившая нас своим перформансом в короткой программе. И сегодня не менее яркая постановка, и программа очень на нее так ложится, садится. Да, но остается только нам дофантазировать, как бы она прозвучала, эта программа, если бы не сбилось настроение в самом начале. А она все равно не потеряла Сильно не потеряла? вот ту вот эту свечечку, ту энергию, которую она несла до самого конца. Программа выглядела замечательно. Очень ярко, очень точно. И если говорить про технические какие-то помарки, ошибки, то тройной флип, двойной аксель в перепрыжку, мне кажется, что это просто как скорее исключение, чем правило. Просто такое иногда случается. Потому что мы знаем, что эта спортсменка готова прыгать и показывать все это на всех соревнованиях. Видно, конечно, что она расстроилась. Сейчас сидит в кисенкрае в ожидании оценок. Ну, вот Оксана Михайловна видя, что мы сфокусировано все внимание на них, пытается поддержать, взбодрить, но не слышно, к сожалению, что говорит. 114 баллов. 7-е место по произвольной и 5-е по сумме двух программ. Причем буквально несколько сотых она уступила сейчас 4-му месту. Но это все уже математика. А мы ждем взрыва четверных в программе Маргариты Базылюк.
Рита катается под инструментальную композицию знаменитого композитора Филиппа Гласса из цикла «Метаморфозис». «Путь тишины». Неожиданно и драматично сложилась программа Маргариты Базылюк в произвольном катании. Что-то получилось, а что-то неожиданно вдруг, наоборот, сорвалось, хотя должно было получаться. И еще я, конечно, обратил внимание вот на эти наши зеленые квадратики в левом верхнем углу экрана, которые должны, по идее, помогать зрителям ориентироваться с тем, что происходит. Но вот первый квадратик горел зеленым, а на самом-то деле, понятное дело, что там был срыв. Вместо четверного сальхова и двойного тулупа был исполнен двойной сальхов, но оценки, надбавки на него были, то есть, ну, они нулевые, то есть в зеленой зоне. И поэтому как будто бы у спортсменки все зеленые квадратики были поначалу. Да, и вот как раз сейчас на ваших экранах показывали тот самый срыв,
Затем четверной тулуп. Отлично сделанный, хорошо, с прекрасной высотой. Четверной сальхов и двойной тулуп. На первом четверном она просто поторопилась. Она не успела встать на левую ногу, проехать столько, сколько нужно. На втором немножко пришла в себя, и уже, конечно же, она его выполнила. Дальше тройной ридбергер, тройной луц с тройным тулупом во второй части. Хороший И плюс. вот тройной флип. И вообще, что случилось? Прыжок-то, элементарный. Может быть, думала уже не об этом прыжке, а о тех акселях, которые должны быть дальше в комбинации. И так немножко внимания. Да, такое, кстати, Съехала. тоже бывает из-за того, что спортсмен думает о том, что нужно делать длинную комбинацию, начинает думать не о первом прыжке, потом о втором и о третьем, а сразу же второй и третий. Первый как будто бы забывается. Но это мы И сейчас за бывают Маргариту такие. додумали, конечно, но предполагаем. Да, просто предполагаем. Потому что, ошибиться на тройном флипе для спортсменки такого уровня, это, конечно, просто что-то немножко сбился прицел, сбилось внимание. Все-таки первый старт в сезоне, поэтому здесь всякое бывает. И Маргарита только-только набирает форму. И мы знаем, что она способна показывать очень и очень высокие результаты. И она набирает 135 в произвольной программе. Это второе место. И по сумме двух программ она занимает первое место, обогнав Веронику Стрельцову на 1/100. Вот это математика. Виктория Стрельцова, конечно, молодец. Она очень сильно поднялась благодаря своему катанию в произвольной программе. Была 10-й, сейчас находится на втором месте. И вот Маргарита ее сейчас лишила 100% шанса на пьедестал. Но шанс у Виктории еще остается. Все зависит от того, как будут кататься Агата Петрова и Арина Парсегова. Агата Петрова катается под музыку японского композитора Джо Хисаиси.
Вот какое красивое катание от Агаты Петровой из Санкт-Петербурга. Очень интересный, с такими симпатичными находками, задумками. И мы, конечно, обратили внимание, как ее тренер Владислав Сизганов реагирует с воодушевлением на то, что делает его ученица. И в том числе не можем не отметить, что, ребята, на стадионе это все выглядит намного круче. Вот мы вчера смотрели и комментировали по телевизору эти соревнования и обратили внимание на вращение, но сейчас, скажи... Они выглядят вообще шикарно. Очень большая работа была проделана, и можем поздравить весь тренерский штаб Алексея Николаевича Мишина. И мы знаем, что с Агатой Петровой работает большое количество разных специалистов, и это видно. Это вот как раз, Василий, то, что мы с вами обсуждали. Когда происходит коллаборация разных тренеров из разных сфер, получается вот что-то такое интересное. Над скольжением работают, над вращениями работают, прыжки высокие, легкие. Очень интересная находка была в хореографической дорожке уже в самом конце. Мне понравилось и как музыка скомпонована, и как Агата эту программу представляла, преподносила. То есть музыка усиливалась к концу, и Агата добавляла к концу. Вот как это раз, красиво. да, очень интересный эффект. Вау. Такая спираль. Вау. Хоть и не было элементов Ультра Си, но, я полагаю, оценки сейчас будут высокие. И вчера короткую программу Агата оценили очень достойно. За исполнение произвольной программы Агата Петрова набирает 127. Она получает 127 баллов. Это по произвольной программе 3-е место. И она занимает сейчас 3-ю позицию за Викторией Стрельцовой с отставанием 8 баллов. Таким образом, Виктория уже гарантировала себе место на пьедестале. А итоговая расстановка зависит от Арины Парсеговой. Арина интереснейшая спортсменка, которая одновременно выступает и в одиночном катании, и в парном. Катается она под саундтрек из мюзикла «Бурлеск». Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before, no, no. And I just gotta tell you right now that been holding back for quite some time, and finally the moment's right. I love to make the people stare. They know I got that certain savoir-faire. It's a passion, an emotion, it's a passion. Burlesque, it don't know you, going through you, do what I do. Burlesque, our ladies come to dance on it. Boys, throw it up if you want it. Can you feel me? Can you feel it? It's burlesque. 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 Sweet love, trapped in your love. I've opened up, unsure I can trust my heart, and I were buried in dust. Free me, free us.
run through the club looking for a good time. Gonna make that shake that money on a dime. Don't need a sugar daddy, she can work it just fine. Up on the table, she'll be dancing all night. Baby, doll just come to life. Under the spotlight, all the girls wanna fall in line. We say, here go the boys, gonna show a little more. Get it up, get it up. Get it up, get it up. Get it up, get it up. So get your hands up, show me how you do it. Get it up, don't let you rest. Get it up, this is not a test. Get it up, gotta give me your best. Oh, get your hands up, show me how you do it. Арина Парсегова, школа «Хрустальный». Чрезвычайно чистое катание, очень выверенное, аккуратное. Единственное, что, может быть, оно чуть слишком аккуратное, учитывая то, что здесь в борьбе за высшие ступени пьедестала ведется борьба, в том числе очень мощная на компонентах. Ну, с другой стороны, ей 13 лет. Понятно, что она и не может кататься как 15-летняя девочка. Ну, так, Ну да, в силу возраста это понятно, почему она так катается. Но катается замечательно, Катается очень очень легкий круто. конек, она прям парит над льдом. И прыжки вот тоже мы вчера отмечали, сегодня тоже. Они очень легкие, ровные, высокие. И вообще здесь не придраться. Просто вот ни к чему. И вращения все 4-го уровня. Может быть, выезды чуть-чуть коротковаты, поэтому судьи не могут поставить там, ну, условно, +5, поставить только +3. Хотя вот сейчас техническая бригада находит таки недокрут на каскаде во второй части тройной луци, тройной тулуп. На тройном тулупе как раз галочка стоит. И она сейчас теряет почти целый балл на этом каскаде. И тройной луц тоже. Attention, знак внимания, неясное ребро. Я смотрю вот на оценку за компоненты, как она формируется. Она примерно на том же уровне, что у других участниц. Ну, потому что тоже она не может сильно падать и там отличаться эта оценка с компонентами, если программа настолько чистая и настолько все сделано-то в принципе и в хореографии, и во всем. То, что там не хватает какого-то ярчайшего бурлескного представления, ну так это и понятно, да, в 13 лет иди попробуй это сделай. Но посмотрим сейчас вот сколько кто насчитает по баллам. Да, все-таки чуть-чуть не дотягивает. 121 балл она получает. И это меньше, чем нужно на 5 баллов, чтобы добраться до пьедестала. И на пьедестале находятся Маргарита Базылюк, Виктория Стрельцова и Агата Петрова. Но мы все-таки в завершении, да, как будто сейчас Арина так вот в расстроенных чувствах и вместе со своими тренерами, которые находятся рядом с ней, ушли. Но хочется сказать, что мы, тем не менее, поздравляем. Это было очень чистое катание. Вот прям катание. Хорошее. По Огромное подаче надо удовольствие. чуть-чуть добавить, а во всем остальном как бы придраться-то действительно не к чему. Ну, кроме тех мелочей, да, Да, но это совсем уже там над мелочи которыми такие. работают в любой школе. Дорогие друзья, первый вид соревнований на сегодня закончен. Это катание юниорок. Победителей сейчас.
Дамы и господа, мы начинаем торжественную церемонию награждения победительницы и призеров всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках «Звезды Магнитки» в одиночном катании среди юниорок. Победительницей турнира стала Маргарита Базылюк, Москва. Второе место заняла Виктория Стрельцова, Москва. Третье место занимает Агата Петрова, Санкт-Петербург. Награждение победительницы и призеров проводят рефери соревнований Елена Левковец и технический контролер Ольга Кожемякина. Также памятная награда вручается тренеру победительницы Этери Тутберидзе. А сейчас фотография на память.
Добрый день, уважаемые зрители, любители спорта. Приветствуем вас в Магнитогорске на арене «Металлург» на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию на коньках «Звезды Магнитки» среди юниоров. Соревнования проводит Федерация фигурного катания на коньках России при поддержке губернатора Челябинской области. Через несколько минут мы начнем соревнования по произвольной программе среди юниоров. Уважаемые зрители, напоминаем вам, что курение запрещено на всей территории арены. Также не разрешается видео- и фотосъемка с использованием вспышки. Просим вас выключить звук на мобильных устройствах и не бросать подарки и цветы на лед. Подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончании их выступлений, должны быть полностью завернуты. Благодарим вас за понимание. Уважаемые дамы и господа, представляем вам официальных лиц соревнований. Старший судья Юлия Соловьева, Томск. Судейская бригада. Судья номер 1 Светлана Михайлова, Белгород. Судья номер 2 Ольга Худоба, Санкт-Петербург. Судья номер 3 Марина Сучкова, Москва. Судья номер 4 Алла Шаховцова, Москва. Судья номер 5 Мария Казарина, Санкт-Петербург. Судья номер 6 Никита Логачев, Ленинградская область. Судья номер 7 Алексей Двойников, Нижний Новгород. Техническая бригада. Технический контролер Константин Кучин, Челябинск. Технические специалисты Игорь Бич, Санкт-Петербург. Ольга Маркова, Москва. Встречаем на льду участников первой группы. Константин Волков, Санкт-Петербург. Валентин Сидоренко, Санкт-Петербург. В Кирилл Магнитогорске Былинин, Челябинская продолжаются область. соревнования по фигурному катанию. Марк И это Соколов, Москва. юниорская серия Гран-при, второй этап. И завершающий вид – мужское одиночное катание. Юниоры будут представлены в 3 группах. Первая разминка включает в себя 5 человек. И прежде чем представить спортсменов, которые уже находятся на льду, представимся. Комментаторы первого Василий Соловьев и олимпийский призер Михаил Коляда. Всем привет. И сейчас мужское одиночное катание даст нам такой заряд энергии в завершении юниорского соревнования, что эфир взорвется. Буквально взорвется. Ну, мальчикам непросто. Им приходится, хоть и дистанционно, заочно, так сказать, соревноваться с девушками. А девушки дали нам такое катание, которого раньше мы и у взрослых не видели, а это юниорки. Но нужно стараться. Вот четверной тулуп у первого же участника заявлен. Это Константин Волков из Санкт-Петербурга. Лед Тамары Николаевны Москвиной. И его тренеры Дмитрий Хромин, Николай Морошкин. Здесь на катке выводит спортсмена на лед. 15 лет спортсмену. И будет кататься он под программу «Элегантный убийца». Как вам такое начало? Интригующе. Да. Дальше будет кататься Валентин Сидоренко. Вот разминка у него так напряженно проходит. Это тоже Санкт-Петербург. Много всегда мальчиков из Санкт-Петербурга. Спортивная школа Олимпийского резерва. Манеж. Тренируется на катке Golden Ice Петергоф. Родом из Новосибирска. Спортсмен. Тренируется под руководством Александра Владимировича Устинова. Ему 16.
Валентину, а не Александру Владимировичу, естественно. Кирилл Былинин, 14 лет, из Челябинска. Очень так сосредоточенно. Кирилл едет, настраивается на предстоящий прокат. Мы видим, что что-то у него не получается. Вот не такая уж простая 6-минутная разминка. Алан Машкевич предлагает ему, видимо, еще разочек попробовать. Он переспрашивает, какой именно прыжок, и снова заходит на него и делает. Марк Соколов, самый юный участник этой разминки, 13 лет ему, и он под руководством Виктории Буцаевой и Евгения Власова тренируется на льду школы «Легенда». Принимал участие в прошлом году в куче турниров, битвы школ, мордовские узоры, Самарочка. В общем, ведет активную спортивную жизнь и свою программу серьезнейшую, она называется «Реквием», в исполнении Димаша, будет делать такую произвольную. Ярослав Крегель из Екатеринбурга. Один из братьев Крегелей, его брат Федор, младший, тоже занимается фигурным катанием. Вдвоем, наверное, веселее. Конечно. Плюс еще все-таки как-никак соперничество присутствует на Хорошая, тренировке. здоровая конкуренция. Конкуренция, как мы знаем, двигатель прогресса. И тренирует вот тоже Антон Сергеевич Киселев, тоже, как и других спортсменов школы номер 8 «Локомотив», в том числе девочек, которые катались в предыдущих соревнованиях. Очень такая напряженная 6-минутная разминка сейчас у мальчиков, я наблюдаю. И очень много падений с тройных акселей, с четверных тулупов. И зал так вот очень чутко реагирует. Ну вот заходит и заходит раз за разом Кирилл Былинин на прыжок. Все не получается и не получается, но он продолжает делать. Интересно вот так вот наблюдать за юниорами, потому что мы знаем, как разминаются взрослые. Они четко знают, что им конкретно нужно, сколько раз нужно, сколько не нужно делать там что-то лишнего. То юниоры, они как-то силы-то не экономят. Ну, кстати, наверное, еще тот спортсмен, который выступает не первым и не вторым, не третьим, вообще может, наверное, позволить себе больше, да, чем... Да, потому что у него большой перерыв между 6-минуткой и выступлением. Но этот большой перерыв, как мы уже обсуждали, может сказаться как позитивно, так и негативно на состоянии спортсмена. Можно и выгореть. Вон в соревнованиях у девчонок из-за задержки в судействе, сколько там, 2-3 минуты, наверное, они выставляли оценки. И то девочка, кажется, сбила себе Да, настроение. это подкосило немножко, да. Всего лишь 5 спортсменов в этой разминке. Я думаю, что как будто слишком много места на льду. Обычно по 6 человек. Вот, конечно, одного не хватает, и уже сразу... Простор такой. Да, простор. А представляешь, когда были разминки у спортивных пар, которых очень мало на этом турнире, всего лишь 2 пары было. Вот уж, бери и тренируйся. Итак, соревнования начинаются. На льду Константин Волков. Дмитрий Владимирович Хромин заряжает его на выступление в программе, которая называется «Элегантный убийца». Санкт-Петербург.
Константин Волков из Санкт-Петербурга. Соревнования стартовали. Еще раз хочется отметить потрясающие трибуны на арене «Металлург» в Магнитогорске, когда человека, фигуриста, участника во время исполнения вращения поддерживают даже больше, чем после исполнения четверного тулупа. Ну, это, конечно же, некий недочет в фигурно-катательном образовании, но, тем не менее, вот эмоционально очень открытая публика, и, конечно, кататься здесь приятно. Четверной тулуп. Четверной тулуп был выполнен Константином, первым элементом данной произвольной программы. Вот сейчас как раз он на ваших экранах. Чистый, докрученный. Вот поборолся на выезде, немножко его там занесло. Но в целом неплохо. Тройной аксель с тройным тулупом. Было. Хороший плюс по оценкам, по надбавкам Дальше за двойной исполнение. вообще прям не туда пошел. И пришлось, конечно, раскрыться в воздухе, потому что если бы он дальше держал, он бы плашмя просто упал и, может быть, даже не встал. Но справедливости ради, вчера тройной аксель в короткой программе он вообще не сделал. И с тройным Луцен тоже были проблемы, и с тройным Ридбергером. И вчера, к сожалению, Константин остался без всех трех прыжковых элементов. Ну, то есть есть ощущение, что основной установкой на эту программу было делать элементы уже в конце концов, да, их как-то приводить себя в порядок в соревновательном плане, Да? потому что вчера был, конечно, такой ярко выраженный минус старт. Понятно, что он их все делает, а где они здесь? Да. Кстати, минус старт мы сказали, но это вчера, а сегодня на разминке-то он вроде как сражался с тулупом, да? Да. Что там было? И падения были, и срывы были, и все криво-косо. Ну, все-таки покорился ему четверной тулуп. То есть вопрос вот в настрое, в стабильности, ну, в общем, есть над чем работать, но четверной тулуп. Вот сейчас Это такая у меня дело. фраза зародилась в голове. Фигуристы называют «делать из любого». Мгм, Это означает, из любого положения нужно крутить. мгм. И вот сейчас как раз Константин это ярко продемонстрировал, что надо делать из любого положения. А потом, когда, если вдруг что-то не получается с прыжками, нужно еще и из любого эмоции доставать. Да, и эмоции, и бороться, если там что-то пошло на выезде не так. И, в общем-то, сегодня такая была хорошая борьба. А потом, если вдруг ничего не получилось, и ты идешь, у тебя берут интервью, нужно еще и из любого вопроса выкручиваться и Но это все уже, объяснять. это уже совсем высший уровень, В общем, не сдаваться в любом случае. конечно. Хорошо, шутки в сторону и оценки на ваших экранах. 117 баллов в короткой программе и 158-39. Первая оценка по сумме двух программ сегодня здесь, в произвольной юниоров. На лед приглашается Валентин Сидоренко. На льду Валентин Сидоренко, еще один спортсмен из Санкт-Петербурга. Такой современный у него трек, но вдохновленный старинным испанским танцем сарабандой, который, в свою очередь, вырос когда-то от народного танца до величественного придворного барочного шествия. Вот интересно, что это за сюита сарабанда представлена здесь.
Молодчина, Валентин Сидоренко, молодчина. И продемонстрировал одновременно и как это слово вылетело, продуманное катание и в то же время одновременно рисковое. Вот мы обратили внимание на его первые элементы, когда он не смог чисто сделать тройной аксель на выезде. Затроил, и нужно было решать быстро, что здесь добавлять, как, прыжок тулуп или не добавлять. Он такой, не добавлю, я еще сделаю чисто. И сделал тройной аксель с чистым двойным тулупом, не потерял в баллах. Круто? Да, да. Вот как раз стартовый тройной аксель. Ну, то есть в потерял, двукратную конечно, на тройку выезде, понятно, да. из-за троек. Но Но с другой стороны, если бы он прицепил двойной тулуп к первому акселю, он бы потерял больше. Потому что по минусам пошел бы весь каскад. Мгм. А сейчас он пошел на риск, и риск оправдался, сделал тройной аксель, двойной тулуп. Да, риск в том, что если бы он и второй раз не сделал бы, то ему первый прыжок вообще бы поставили плюс комбо. и Ему бы было второй совсем прыжок поставили плюс нехорошо. комбо, да, и он бы потерял огромное количество баллов. А так, в целом, молодец, справился. Музыка замечательная, прям вот за душу берет. И катание было сегодня такое сдержанное. То есть, опять же, такое пожелание отправляется Валентину. Надо поднять голову. И вид уже будет совершенно другой. Потому что он поднимает голову, но на какой-то момент, потом опускает. И немножко не хватает позиционирования. То есть выдержки вот этой, когда актер, спортсмен делает паузы и дает насладиться вот этим моментом зрителю. То есть чуть-чуть не хватает этого. Но это ввиду опыта. Это все приходит со временем. Вращение 2 третьего уровня, 1 четвертого. И он получает 132 балла. Это ощутимо больше за произвольную программу, чем у предыдущего участника. И 182-48. На лед приглашается Кирилл Былинин. Кирилл Былинин на льду. Челябинская область. Катается под композицию музыкального коллектива Eternal Eclipse. The game is afoot. Это отсылка к знаменитой фразе Шерлока Холмса. Отсюда и детективное настроение этого трека.
Эх, Кирилл Былинин. Печально, печально. Но произвольная программа, к сожалению, развалилась совсем сегодня у этого спортсмена. И, честно говоря, на разминке не получались прыжки. И показывал ему тренер: давай еще, и он пробовал, и не получалось, и оно никакого чуда не произошло во время катания. Это при том, что фигурист он занятный. Да. И вот мы сейчас за кадром обсуждали, что почему вообще в принципе такое бывает. Сейчас, сидя возле льда, я убедился в этом точно, он катается под музыку. Он хорошо ее слышит, он хорошо ее чувствует. Чё ж Он плохого-то? делает все акценты. Но плохо это для прыжков. Алексей Николаевич Мишин сказал мне как-то, он говорит, под музыку кататься можно, под музыку прыгать нельзя. И когда прыжки стоят под какие-то музыкальные акценты, это может очень сильно сбивать спортсмена в момент проката. Поэтому он говорит: оглохни. Перед прыжком надо оглохнуть, потом опять включиться. И вот когда получается находить такой баланс, все складывается воедино, и программа играет замечательно. Но правильно я сегодня понимаю, вот что не этот получилось. совет прежде всего адресован к тем, кто еще не настолько сильно уверен в своих прыжках. Да. Что чем больше ты уверен, тем, соответственно, ты можешь больше раскрепощаться и под Конечно. музыку и так далее. Но очень расстроен спортсмен, и нет ли у нас ощущения, что может быть, он вообще на разминке как-то неудачно упал, получил какую-нибудь травму? Все может быть. Грустная ситуация в любом случае. Если он с травмой вышел кататься, то тогда герой постарался не пропустить этот старт, не сниматься, а довести дело до конца. Марк Соколов из школы «Легенда» в Москве. Виктория Буцаева, Евгений Власов и «Реквием» в исполнении Димаша. There's nothing but chance around me, but I hope people care, 'cause I'm gonna fight this time, fight every moment. Not gonna lie, it hurts this time, 'cause I am feeling alone on this side. Not gonna lie, I come back to life when I got you. You are my guide to heaven. I have had you in my life. Oh my baby, you are the last thing to happen. I can't hide it, you don't care what you give me, single thing I never really consider the day. You make it all worth it, baby. Oh.
Самый юный участник этой группы, Марк Соколов из Москвы, продемонстрировал отличное катание. Ну, конечно, какие-то были приключения с тем же Луцем, к сожалению, но в остальном это было очень качественное, очень солидное катание. Молодец Марк и его тренеры Евгений Игоревич, Виктория Евгеньевна. Да, вчера у Марка не задался, так скажем, прокат короткой программы, потому что он упал с стартового тройного акселя. Но сегодня аксель роскошный, может быть, не очень высокий, но с хорошим выездом, с хорошей скоростью. И на 6-минутной разминке я тоже обратил внимание, что у него были проблемы именно с этим прыжковым элементом. С каким? С тройным акселем, да? Мгм. Потом, как начал шпарить эти прыжки, что его было просто не остановить. Во второй части, конечно, чуть-чуть он подсдал и упал с тройного Луца. Причем до этого в каскаде настолько Да, замечательно 3-3 сделал. получился. И вот это падение. Единственное падение за всю программу. И судьи оценили его и прыжковые элементы, и непрыжковые элементы достаточно высоко, потому что мы сейчас видим, что у него 2 вращения из 3 на 4-й уровень. Он за аксель получил надбавку за исполнение элемента более 2 баллов, что очень хорошо, здорово да, для очень тройного хорошо. акселя. То есть при таком росте получить, ну, невысоком, 2 с лишним балла за аксель, это прям дело. На таком элементе, соответственно, вот он получает 10 баллов на одном только тройном акселе. Да, и самый дорогой у него тройной луц, тройной тулуп во второй части 11.82. А потом вот пошел немножечко, да, на флипе недокрут там, ну, не на флипе, а на втором акселе. Диагностировали Да, плюшечка. все-таки самый дорогой элемент комбинация флип, аксель, аксель. Да, Но он чуть-чуть не докручен. хоть на ней и недокрут, она самая дорогая получилась. 131.01. Хорошие баллы. Хорошие. И 185.44 по сумме 2 программ. А на льду в завершении первой группы участников Ярослав Крегель. Ярослав Крегель катается под музыку Бенджамина Клементайна, британского артиста, также известного, как и Димаш, уникальным голосом с потрясающим диапазоном. «Немезис» — одно из его знаковых произведений. If I held my breath on you, I would have died 1,000 times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. Said if I held my breath on you, I would have died 1,000 times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. Now promises broken, nemesis is our token. You turn around, march on to your new home. Oh, wherever you're gone, darling, please don't you ever forget to treat others the way you want to be treated. Yeah. Remember your days are full and numbered. Just march on. March on. March on. Remember your days are full and numbered.
Симпатичный парень Ярослав Крегель с очень такой душевной, полетной программой. Ну, здорово. Здорово. Завершил. Чуть-чуть, конечно, он так выглядит, как, я бы сказал, представитель академичного фигурного катания. То есть нету какой-то такой сумасшедшенки в хорошем смысле. Ну, ввиду того, что ему всего лишь 14, это можно списать на возраст. А я вот как раз, глядя на... Нет, давай сейчас разберем его прыжочки, а потом поболтаем. Да, прыжочки. Тройной Ридбергер. Стартовый прыжок. Хорошо. Тройной Луц. Здесь в заявке указан тройной Луц, тройной тулуп, но он не стал делать. И пошел опять на риск. Это еще один спортсмен, который рискнул, и риск оправдался, потому что он этот тройной тулуп привязал к Сальхову во второй части программы, вообще предпоследним прыжком. Там, можно сказать, на последнем издыхании собрался, всю волю в кулак, стиснул зубы и сделал. Это как бы отдельный респект отправляется от нашей комментаторской. Все-таки программа такая яркая, насыщенная, и лично у меня эта музыка ассоциируется с олимпийским чемпионом Нейтаном Ченом, потому что он ее катал, конечно, совершенно фантастически. Девчонки смешные сидят, которые за игрушками ездят, а он к ним подъехал такой: «О, это самое необычное завершение программы, которое я видел в жизни». Он начал от бортика Да. и закончил там же. Ну, бывает, Закольцевал что, историю. да, бывает, что, знаешь, начали, да, так, ну, вот он подъехал и такой вот встал красиво, я честно. Но Это- чуть-чуть не хватило, мне кажется, вот актерского отыгрыша вот этого, Да, да? ну, мальчишка еще Ну да, совсем. да. Конечно, это можно сделать и лихо, подъехать, Вальяжно облокотиться, так, да. Я просто покатался в произвольной сегодня. Я хотел сказать, что вот глядя именно на Ярослава, мне вдруг подумалось, как вот они тренируются, находятся там на своем катке, выступают на каких-то соревнованиях, где либо совсем немного людей, и, в общем-то, они еще там не так круто организованы. И вдруг он приезжает сюда. И это первый турнир. И он, казалось бы, юниорский гран-при, но каких-то фантастических размеров. И в коридоре ходят все олимпийские чемпионы. И у тебя есть в отеле, у тебя есть возможность с ними поздороваться, прикоснуться. И тебе кто-то что-то говорит по поводу твоей программы. Это, конечно, невероятное ощущение. И мы поздравляем Ярослава с этими ощущениями, что он в них погрузился и так славно выступил в своей произвольной, да и в короткой очень старался. Все впереди. А у нас с вами впереди еще две группы участников. И сейчас на льду мы представляем вашему вниманию следующую шестерку, которая по рейтингу поднимает нас все выше и выше и выше, и так вплоть до первого места по итогам короткой программы. Ну, в этой группе вплоть до 7-го места, а в следующей группе уже выйдут лидеры. Но, как мы видели в катании юниорок, например, с одной стороны, да, бывает, вот они резко отличаются друг от друга, эти группы участниц. Но в то же время все равно так или иначе они перемещаются из одной группы в другую. Кто-то в лидерской группе оказывается, ну если не авансами, то, по крайней мере, какой-то яркой вспышкой короткой программы. А кто-то, например, наоборот, имея хороший задел, все-таки из-за досадных коротких ошибок в короткой программе, слетает в первую группу участников. Поэтому нет такого жесткого разделения, но тем не менее мы движемся вверх. И у нас на экране Искандер Амиров, Республика Татарстан. Ученик Ольги Арбузовой, Алины Алексеевой. На первенстве Татарстана не покорился ему пьедестал, но был в числе 4 лучших. 14 лет ему.
Здесь самые старшие, это вот по 16 лет. Михаил Клепацкий, Роман Попов, Илья Неретин, им по 16 лет, а есть и ребята сильно помладше. Михаил Клепацкий из Санкт-Петербурга, Академия фигурного катания. И в заявке у Михаила нет ни тройного акселя, ни четверных прыжков. То есть ставка сделана на чистый прокат. И сейчас на ваших экранах Юлия Кулебанова, Денис Лунин, его тренеры. Ильяс Халиуллин. Оп, самый молодой в этой группе участников. Он из Казани. Побеждал на соревнованиях «Мемориал Горшкова» в 24 году. Роман Попов, 16 лет. Тренируется у Павла Алексеевича Ковтуна. Победитель первенства и чемпионата Свердловской области. Мощный спортсмен. Очень достойно выступил в короткой программе вчера. Очень так ровненько. Из Санкт-Петербурга Роман Хамзин. Мне сейчас перед эфиром позвонил Алексей Николаевич и сказал некоторую информацию про Романа, что Роман за этот год вырос на, внимание, 17 сантиметров. Чего себе. Да. И, честно говоря, это просто какое-то чудо, что он до сих пор в строю, до сих пор продолжает прыгать и радовать нас своим катанием, потому что 17 сантиметров — это какая там сумасшедшая нагрузка на колени, на бедра, на спину. Ну и Центр это же... тяжести смещается, центр- руки удлиняются, ноги удлиняются. И это вот все собрать воедино, чтобы сделать этот тройной аксель или там четверной тулуп, ну это дорогого стоит. Но если у тебя, получается, если тебе дана тренерской командой правильная техническая подготовка, это как-то же нивелирует вот эти, ну, помогает пережить эти сложные изменения. Помогает, же, да, но периоды турбулентности все-таки существуют. Илья Неретин, 17 лет. У него заявлено аж целых 3 четверных прыжка. Очень интересно. 17 лет Илье Неретину исполнилось вчера, с чем мы его поздравляли и поздравляем. Его тренеры Евгений Рукавицын, Роман Усатов. И Валентин Молотов. Все сейчас представлены были на вашем экране. До завершения разминки осталась 1 минута. Ну, а вот эта Последняя минута всегда волнительно. А вот эта турбулентность физиологическая, она же, наверное, еще и на психику как-то очень сильно влияет. Чуть что, то есть ты вчера, у тебя все получалось, сегодня вдруг ты как будто это не чувствуешь. Я даже вот не знаю, с чем нам, простым людям, это сравнить. А это ни с чем не сравнить, потому что в периоды подросткового возраста не только тело меняется, но и психика меняется, и восприятие мира меняется. И происходит такой жесткий слом своих каких-то устоявшихся и традиций, и мнений, и все-все-все начинает на тебя давить, и зачастую после переходного возраста парни просто заканчивают, потому что не видят интереса заниматься дальше этим спортом. И таких случаев, да, очень много я встречал в своей жизни. А то так сказал, парни, как будто у парней это сложнее проходит, чем у девчонок.
у всех очень сложно проходит. Но девчонки просто более ответственно к этому относятся. На лед приглашается вот что Да, у нас Александр сильные девочки. Амиров, Республика Более Казахстан. ответственные. Хорошо. Искандер Амиров будет кататься под саундтрек из великого фильма Чарли Чаплина «Новые времена». Вот из многих фильмов Чарли Чаплина здесь прозвучала музыка, в том числе и из «Огней большого города», и в завершении из фильма «Собачья жизнь», чтобы не было никаких вопросов к музыкальному оформлению. Ну, Искандер Амиров катался в классической манере, назовем это так. Да, еще один представитель академичного фигурного катания. Очень подходит ему эта программа, и он так в ней неплохо раскрывается. Как будто вот немножко стесняется. Ну, опять же, в силу возраста, потому что это юниоры, а мы привыкли все-таки смотреть уже такие взрослые программы. Справляется. Не безошибочно со своей произвольной программой, но справляется.
на тройном луце, на стартовом судьи находят неправильное ребро. Да, и оно было вот прям видно с нашей комментаторской позиции. Я как раз вот Василию сказал, что да, там точно будет ребро. И все-таки судьи его нашли. Тройной флип, тройной тулуп не получился у него сегодня. Точно так же, как и в короткой программе у него возникли проблемы с этим каскадом. А почему? Потому что тулуп, он прыгается как бы не с двух ног, я так скажу. Он плохо делает переход. Именно вот этот тулуповый переход, то есть он правой ногой до левой не доезжает, и поэтому отталкивается с двух ног. Для каскада 3-3 это очень плохо и чревато как раз такими ошибками. А вот почему расклеился на финальном тройном Ридбергере, вообще непонятно. Мне показалось, что он просто настолько вжился в образ, в роль, и просто как будто забыл, что у него оказывается еще один прыжок, и расслабился раньше времени. А что бывает в фильмах Чарли Чаплина, если вжиться в эту роль? Смешное падение на банановой кожуре. Да. Молодец, тем не менее, Искандер Амиров очень старался, и весьма вероятно, что для тех тренерских установок, которые существовали до начала его выступления, он выполнил, а может быть даже и перевыполнил программу минимум, которая была у него установлена на сегодня. 106 баллов он получает. 2 балла штрафа за падение. Это также отражено на ваших экранах. И у него 5-е место по произвольной, 4-е по сумме 2 программ. А на льду Михаил Клепацкий из Санкт-Петербургской академии фигурного катания. И мюзикл «Дон Жуан» — его произвольная программа. Il a souvent les yeux d'un ange, il a le cœur noir du démon. Mais il a de façon étrange cette force de séduction. Cette assurance qui dérange, cette envie qui ne veut pas mourir. Que tout doit lui appartenir. Femmes, c'est plus beau que les étés, sur les plages ensoleillées. Pourquoi ne pas l'avouer? C'est plus beau que les hivers, quand la neige blanchit la terre. Les femmes, c'est les couleurs de l'automne, quand les papillons s'envolent, à l'heure où l'amour se donne. C'est les parfums du printemps, quand renaissent les sentiments. Yo quiero vivir solamente de amor, solo por amor. Yo quiero vivir solamente de amor, solo por amor. Les femmes, c'est la plus belle des couleurs. C'est le rouge quand elles ont peur, c'est le blanc quand elles se donnent, le rose quand elles nous pardonnent. N'être seulement que des hommes. Facile de faire le bien, pourquoi le mal? N'auras-tu donc aucun chemin, aucun idéal? N'auras-tu jamais un peu de morale? Moi, je vois le bien partout.
femmes et le vin. Les fleurs du mal, les fleurs de lys perdent leurs pétales, c'est pareil, c'est pareil. Les jeux du bal, les jeux du vice, ça m'est égal s'ils ne m'emmènent pas au ciel. Les fleurs du mal, les fleurs de lys perdent leurs pétales, c'est pareil, c'est pareil. Je ne serai jamais complice de ceux qui veulent m'emmener vers le ciel. Les fleurs du mal. Элегантный фигурист Михаил Клепацкий из Санкт-Петербурга. Красивая программа, и большую часть программы держали за него кулаки. Казалось, что вообще все получается, тем более, что те элементы, даже которые вчера в короткой программе не получались, сейчас все складывалось, и чуть-чуть не хватило все-таки. Да, но такой вот романтичный у нас да, Дон очень Жуан. романтичное катание. У него образ очень такой свободный, назовем его так, раскованный в его катании. Хочется похвалить этого спортсмена, отдельно похвалить за тройной луц, тройной тулуп во второй части программы, потому что тройной луц, тройной тулуп именно вчера он и не получился. Он решил не рисковать, а сегодня справился. С отличным плюсом. Да, у этого спортсмена нет в арсенале тройного акселя, поэтому он сделал только двойной и вчера, и сегодня. Дальше он пошел прыгать тройной луц, тройной флип, тройной сальхов. Все вращения 4-го уровня, и чинян, и либело со сменой, и комбинированное. Единственное такое пожелание... То есть он получает грамоту Михаила Калиды за 4-й уровень вращения? Нет, не получит у меня получает, грамоты. понял. Объясню почему. Давай. Потому что позиционно либела была плохая. Да, обороты были, но вот судьи, сейчас мы видим, добавили всего лишь 0,19 балла. Это говорит о том, что судьям не за что ставить. Позиция, она не дотянутая, некрасивая. Если он поработает, оценки будут выше. То есть мы еще раз подчеркиваем, что ну вот когда вы видите оценки на экране, особенно в левом верхнем углу, что есть стоимость элемента, то есть его уровень, и есть надбавка за этот элемент, то есть сколько спортсмен получает именно за качество исполнения. Вот уровни 4, а за качество пока не добирает. Да. Но, тем не менее, сейчас вырывается на лидирующую позицию. Но у него по произвольной программе 3-е место, но по итогам 2 программ, благодаря хорошему выступлению, получается, ну, по сравнению с этими соперниками в короткой программе, он пока их опережает. На 1-м месте находится. Ильяс Халиуллин на льду из Казани. Элвис Пресли. Looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack because I'm evil. My middle name is Murray. Well, I'm evil, so don't you mess around. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Like a river flows
goes surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more fight, a little less fun, a little less time, a little more spark. Close your mouth and open up your heart, and baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. 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 Ильяс Халиуллин. Обидно. Такой был старт яркий. Да, Ну, многообещающий. И композиции, и программа все, что называется, заточены на успех эмоционально. Но при исполнении первого четверного прыжка Сальхова все было вроде бы в порядке, но он не пошел на каскад, который он программировал в списке элементов. И, может быть, даже это в какой-то мере его сбило. Ну, сделаю потом. А дальше пошел уже Да, и Ирис как раз вот не оправдался в этом случае. назад дороги нет, что Вот называется. можно было сделать либо двукратную троечку, либо чуть-чуть потянуть и добавить этот тулупчик. А сделать дальше каскад, конечно, Все. И здесь он уже вдвойне получается сложно. как плюс комбо, и он И теряет повтор. огромное количество баллов. То есть за этот второй четверной Сальхов он получил 1,94 Да. минус балл дедакшена, то есть он получил 94 сотых. То есть Да. он потерял огромное количество сил, сбил дыхание себе, но заработал всего лишь меньше балла. И, к сожалению, еще хуже ситуация с тройным акселем, потому что, ну или просто с акселем, потому что он его тоже, получается, выполнил 2 раза, и это и повторы, падения, и все на свете. Да, и вчера тоже у него были проблемы именно с тройным акселем в его короткой программе. Сегодня он, к сожалению, не сделал ни одного. И тоже потерял большое количество баллов. За второй аксель он получил 2,16, минус балл дедакшена 1,16. Хотя базовая стоимость тройного акселя 8. Но программа классная, зажигательная, и зал его поддерживал, и он старался набирать баллы драгоценные, где смог прицепить длинную комбинацию, тройной флип, 2 акселя двойных и тройной луз, двойной тулуп. То есть он все равно старался и работал. Да. 13-летний парень из Казани вместе со своим тренером Ольгой Арбузовой набирает 119 и 184,62 по сумме. Он сейчас третий. А на льду Роман Попов, ученик Павла Ковтуна из Екатеринбурга. И катается он под Сергея Рахманинова.
Роман Попов из Екатеринбурга. Такой мощный фигурист, тоже с классическим катанием, но пока без четверных, но зато какой эффектный стартовый каскад. Да, действительно, стартовый каскад, тройной Луц, Олер, тройной Сальхов был очень эффектный. И нам было хорошо видно, как он прям боролся за него. Здесь с этого ракурса на ваших экранах не очень видно, но во время полета на тройном Луце его туда же закинуло назад. Но он все-таки смог приземлиться и доделать, и даже получил минусы, но не большие. А вот во вращении у него сложная позиция, а тем не менее обратил внимание, что третий уровень, почему не четвертый? 8 оборотов не додержал. Не Потому додержал. что засчитывается сложная черта тогда, когда спортсмен принимает одну позицию и держит ее 8 оборотов без смены положения корпуса. То есть вот он как взял, и все, и намертво надо стоять в этой позиции, а он немножечко все-таки болтался. И вот это вот падение досадное с волчка, казалось бы, все, уже выехал, и сложный выезд его так подкосил, что просто неожиданно. Вчера в короткой программе Роман показывал нам хорошее вращение, все 4-го уровня, а сегодня именно вот вращение его и подставило. И затем последовал тройной Ридбергер, тоже, к сожалению, с падением. Просто было такое ощущение, как будто он первый раз его прыгает. Мне кажется, все-таки падение с вращения немножечко его подкосило. Но у него такое хорошее, мощное катание. Надо добавлять, просто надо добавлять, много-много работать, и все будет хорошо. 5-е место вслед за Валентином Сидоренко. Уступил ему 1/10. 182-38. Роман Хамзин на льду. Тренер Владислав Сезганов стоит у бортика. Программа у спортсмена — это саундтрек из кинофильма «Гладиатор 2».
И под пронзительное пение Андреа Бочелли заканчивает свою произвольную программу Роман Хамзин из Санкт-Петербурга, спортсмен, которого тренируют в Питере сам Алексей Николаевич Мишин, Татьяна Николаевна Мишина и, конечно же, Владислав Дмитриевич Сганов, представляющий здесь эту знаменитую школу. Четверные, Да, каскады. четверные и каскады. И отдельно хочется похвалить Рому за то, как он сегодня работал. И было видно, что он не несется куда-то, сломя голову, а идет потихонечку от элемента к элементу. И отдельный респект за тройной аксель, который вчера у него плохо получился в короткой программе. Ну, посмотрите, какой выезд длинный, высота, все на месте. Четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом. Видим сейчас на замедленном повторе и в наших таблицах, что судьи все-таки находят небольшой недокрут на четверном прыжке. Потом еще один четверной тулуп. И судьи также находят там небольшой недокрут, что скажется на итоговой оценке. А во второй части программы упал с каскада тройной луц, тройной тулуп вот здесь. И нам, поскольку мы сидим здесь так хорошо, было прям видно, как он выехал из луца. И у меня промелькнула такая мысль, что сейчас тулупа не будет. И действительно не было, потому что он пошел куда-то вообще не туда. Сделал бы двойной, все бы было нормально. А тройной уже все-таки было не вытянуть. Сейчас мы видим, что судьи пересматривают все вращения у Романа. Все-таки пока ставят 2 четвертых уровня и 1 второй. Ну, прокат очень достойный, и знаем, что у Романа многочисленные травмы, и он с ними справляется достойно. Все-таки 17 сантиметров прибавка к росту — это очень серьезно. Тебе не кажется, что они с тренером похожи? Такой у них Имейте в виду, взгляд очень Владислав такой... Сызганов, когда был в его возрасте, был точно такой же. Такой же добрый и очень какой-то светлый взгляд у обоих ребят. И, ну, видно, что с сегодняшним днем ребята довольны. В общем, есть за что похвалить. Призадумались судьи. Призадумались. Может, просто какая-то техническая заминка всякая случается. Чуть-чуть не хватало широты в программе Ромы. Чуть-чуть надо добавлять вот именно по второй оценке. Хореография, интерпретация. Потому что скольжение, в общем-то, у Ромы очень приличное. Ну, еще плюс ко всему, у Романа, не знаю, вследствие ли роста стремительного физического или еще из-за чего, у него такая физика-то, он очень изящный парень, а тут гладиатор, это такой должен быть, по идее, огромный Взрослый, мужик. накачанный мужик. Да, широкоплечий. Поэтому немножко диссонанс имеется, но чего, растем и будем вкатываться. 138 баллов в произвольной программе, лучшие оценки на данный момент, сильно лучшие. И 206 баллов мы вышли за 200 в оценках по сумме двух программ. На льду Илья Неретин. Заключительное катание в этой группе участников. Времена года Антонио Вивальди.
Илья Неретин. Ученик Евгения Рукавицына, Романа Усатова. Свой был план у него на эту программу, да, в плане того, как распределены элементы и так далее, но не все нам было очевидно. Давай обсудим. Да, заявка была очень серьезная, аж целых 3 четверных прыжка, и все 3 разные. Четверной тулуп, четверной Ридбергер, четверной Сальхов. Кстати, такой серьезный разнообразием вот редко почуют, да, у нас пока что на этом На турнире. юниорском уровне? Да. Ну да. У кого-то что-то получается, а так, чтобы вот целый спектр продемонстрировать. Но не получилось продемонстрировать-то как раз, да. Тут были засчитаны 2 падения Сальхов с недокрутом. Но впервые, по-моему, за сегодняшний день мы увидели четверной Ридбергер, да? Да, впервые. И вот как раз четверной тулуп. Он просто вот поторопился. Четверной Ридбергер, он немножко успокоился, въехал как надо, оттолкнулся и сделал. Все было ровно и хорошо. 12,60 за такой В прыжок. Сальхове тоже он немного не доехал, он прыгнул не с ноги. Надо было ему уверенно, четко встать на левую ногу, тогда бы все получилось. А Что сейчас- насчет вот этого вращения? Как будто мало получилось за него, да? Ну, то есть не то, что за Да, него залепил мало, со а вообще смены, мало. Он получил всего лишь 2-й уровень и надбавку от судей 0,18. И вращение выглядело немножечко пустым. Мне кажется, что он опаздывал под музыку, поэтому некоторые позиции вращения он просто опустил. Ну, я и так вижу, что Решил пожертвовать так. во второй половине у него все каскады, да? Да, и тройной луц, тройной тулуп. Длинная комбинация тройной луца, 2 двойных акселя. И там 12 баллов, 13. Так. Ну и он по произвольной программе чуть-чуть уступает Роману Хамзину и также чуть-чуть уступает ему по сумме 2 программ. Таким образом становится на 2-м месте, как минимум 1 позицию теряет, а Роман Хамзин наоборот вперед.
Встречаем на льду участников третьей группы. Даниил Колосков, Санкт-Петербург. Михаил Алексахин, Московская область. Павел Савченко, Москва. Даниил Жолобов, Москва. Арсений Федотов, Третья группа Москва. участников на юниорском Алтар гран-при Самбуев, Москва. по фигурному катанию. Разрешена разминка. На льду юниоры. Это лидеры после короткой программы. Спортсмены, которые разыграют пьедестал и призовые места на этом турнире. Заключительный рывок в юниорских соревнованиях, и затем в Магнитогорске придет пора взрослых соревнований. Но насколько насыщены соревнования юниорские, что вот эта радость соперничества и удовольствие от творчества, оно, конечно, нас не покидает с первой секунды начала соревнований среди юниоров во всех видах. Они просто потрясающие. На льду Даниил Колосков, 14 лет, из Санкт-Петербурга, ученик Вероники Дайнеко и Александры Панфиловой, будет кататься под гладиатора. Еще один гладиатор, второй уже за сегодняшний день. Первый, причем гладиатор добился выдающихся результатов. Вот сейчас у нас будет прекрасная возможность сравнить этих гладиаторов. Данил прошел выдающийся путь по регионам от школ в Хабаровске, Владивостоке, вплоть вот до катка, где тренируются спортсмены школы Тамары Николаевны Москвиной. Михаил Алексахин, спортсмен из Академии фигурного катания «Ангелы» Плющенко. Представляет его здесь тренер Артем Аркадьевич Значков. Заявлены все четверные элементы у спортсмена для выполнения в произвольной программе. Ты не считал, сколько у нас будет четверных За эту разминку? заявленных в разминке? Нет, не считал. Но вот конкретно у Михаила Алексахина заявки 3. И буквально на прошлом этапе в Москве он справился со своим контентом, чем нас, в общем-то, и покорил. Ну, мы уже увидели и Тулуп, и Ридбергер, и Сальхова, и здесь также будут все различные элементы представлены. Четверные. Павел Савченко, спортсмен из школы Виктории Буцаевой. На ваших экранах Евгений Игоревич Власов. Школа «Легенда». Даниил Жолобов. Еще один спортсмен, которого здесь сопровождает Евгений Власов. У всех этих спортсменов по 2-3, по 3 четверных, да больше. 4 четверных прыжка заявлено в программе у Жолобова. Причем Луц с 2 каскадами, с каскадом и с комбинацией с двойными акселями. Еще и во второй части. Да. Очень интересно будет. Ну и вообще такая разминка мощная, и ее нельзя сравнивать с первой разминкой, со второй, потому что сейчас парни на льду выполняют просто какие-то невероятно сложные вещи, и публика никак на это не реагирует. Мне кажется, они просто не понимают, что вообще происходит. Сколько количество оборотов там спортсмены делают в воздухе. Просто разминаются. Просто разминаются, да. Арсений Федотов на ваших экранах. Школа «Хрустальный». Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгаус.
Тоже вырос Арсений Федотов в спортивной семье. Отец баскетболист. Старший брат дошел до уровня кандидата в мастера спорта в фигурном катании. Младший брат тоже тренируется у Этери Тутберидзе. Тоже вырос Арсений Федотов сильно в межсезонье. Ну, все ребята в 14, 15, 16 лет сталкиваются с этим вопросом роста. И завершит катание и в этой группе, и в этом виде, и в соревнованиях юниоров. Такая финальная точка от Алдара Самбуева. Тренируется он в спортивной школе имени Станислава Жука у Екатерины Моисеевой и Ольги Симоновой. Победитель турнира «Кубок сильнейших спортсменов» в Йошкар-Оле, так как семья его имеет бурятские корни. Ну и, как это водится, мальчик пришел на стадион, потому что врачи посоветовали заняться ледовыми видами для укрепления здоровья. Я, кстати, до того, как появились у меня дети, был в полной уверенности, что это все легенды, бесконечно рассказанные. Там еще Про врачей? в моей молодости, да, в том числе там Александром Аптом, еще кем-нибудь, Ирой Слуцкой. Выяснилось, нет, врачи реально рекомендуют ледовые виды спорта. Ну, меньше керлинг, больше хоккей и фигурное катание. Врачи рекомендуют. Но если бы знали врачи, что потом в профессиональном спорте случается со спортсменами. Но это уже совсем другой разговор. На лед приглашается Данил Колосков, Санкт-Петербург. Данил Колосков и Гладиатор.
Данил Колосков в образе гладиатора. Не были заявлены у него элементы четверные. Делалась ставка на прокат чистый, но тем не менее, я имею в виду без элементов ультра-си, тем не менее, тройной аксель с двойным тулупом могли бы стать украшением этой программы, да, на ее Да, это старте. определенно точно. И очень жалко, что вот начал он не с самой приятной новости и для нас, и для себя. Только лишь одинарный аксель. Так называемая бабочка. Хорошо летел, надо было просто держать группировку. Зря раскрылся. Видимо, что-то ему там не понравилось и почувствовал себя не очень комфортно и решил не рисковать. Дальше тройной лут, тройной тулуп тоже там наковырял. А потом он как будто немножко в себя пришел. Первое волнение сошло. И во второй части начал нормально, хорошо работать. Очень часто такое бывает, когда на нервике первые элементы выполняешь и чувствуешь себя как будто осиновый листик. Буквально от каждого вздоха тебя шатает, болтает в разные стороны. Но если говорить про саму программу, то, на мой взгляд, у Данила интереснее постановка, и она такая более насыщенная и гармоничная. И прыжки, они как бы вплетены в общий план программы, нежели у Романа Хамзина. Мгм. Да, мне вот эта программа и постановка понравилась чуть больше. Ну вот так невольно два совершенно разных спортсмена из двух разных школ, которые, хотя и находятся не так далеко друг Да. от друга, заставили нас сравнивать постановки. Раз уж Ну это да, два гладиатора, то какие-то сравнения очевидны. Данил Колосков получает 132 балла. И это 4-е место по произвольной программе. И 201 балл, 5 баллов отставания от Романа Хамзина. Ну, тут и это и так было очевидно. По технической части тоже, конечно же, уступил Данил своему прямому конкуренту-гладиатору. 3-е место он занимает по итогам 2 программ. Пока Михаил Алексахин на льду. «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера. Тема произвольной программы для ученика Евгения Плющенко, Екатерины Митрофановой и Артема Значкова. Heightens each sensation, darkness stirs and wakes imagination. Silently the senses abandon their defenses. Turn your thoughts away from cold and feeling light, and
Ну, удивил, порадовал и тренера, и публику. Конечно же, Михаил Алексахин. Был план, он его придерживался. Приходилось комбинировать и вовремя ориентироваться, что вообще и как происходит. И он вовремя сориентировался и практически ничего не упустил из того, что было у него запланировано на сегодняшний произвольный прокат. Вау! Да, это прокат действительно очень такой хороший и действительно вау, потому что буквально неделю назад в Москве он показал такой же хороший, чистый прокат. Вот чем хороши юниоры, что они быстро восстанавливаются. Потому что взрослый спортсмен, если ему сказать, вот сейчас соревнования и через неделю соревнования, он откажется, скорее всего. А вот юниоры красавчики в этом плане. Стартовый четверной тулуп должен был быть в каскаде с двойным тулупом, но Михаил решил сделать его со вторым четверным тулупом и с третьим прыжком в своей произвольной программе. Вот немножечко он там наковырял, но понял и сообразил вовремя, что все-таки это должен быть каскад, и из любого он сделал этот каскад. Да, из любого. Я бы даже сказал, не наковырял, а доковырял. То есть была очень сложная ситуация, но он ее вытаскивал до последнего. Это бойцовские качества, и это трезвая голова в сложной ситуации. Это все ценится у молодого спортсмена, и, конечно же, потом сказывается на результатах, когда человек взрослеет. И тройной аксель, тройной тулуп во второй части, и вот эту длиннющую такую комбинацию из 3 акселей, 1 тройной, 2 двойных, Михаил нам продемонстрировал и получил за него 16.86. И вот этот победный крик, он абсолютно оправдан сегодня. Кстати, если взять оценку за один элемент, пусть даже этой комбинации прыжков, по-моему, 16.86 это чуть ли не наибольший балл, который мы видели за сегодня? Ну, за сегодня. Да. А за вчера? Вчера была короткая. Вчера была короткая. Михаил Алексахин занимает первое место по итогу 2 программ, опережая ближайшего соперника Романа Хамзина на 11 баллов. Публика ликует, приветствуя спортсмена из Академии Плющенко. А впереди еще 4 участника. И с каждым участником мы движемся все выше и выше по результатам короткой программы. Павел Савченко, 4-е место после короткой. И это программа под музыку из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Laissez-moi présider cette fête des fous, comme on en fait chez nous, l'on sait s'amuser. La fête des fous, la fête des fous. Choisissez le plus laid parmi les gens qui passent, faites-les parader au milieu de la place, de toute la populace, celui qui nous fera la plus belle grimace, c'est lui qu'on élira. Le pape des fous, le pape des fous, c'est lui qu'on élira, c'est lui qu'on élira. Le pape des fous. C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en l'an de Dieu, 1482, histoire d'amour et de désir. Nous les artistes anonymes, de la sculpture ou de la rime, tenterons de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. Dans le verre ou dans la pierre,
Напряжение, драма, трясущиеся стены стадиона от музыки и от эмоций зрителей, и от того, как складывается или не складывается программа у спортсмена Павла Савченко. И даже тренер его Евгений Власов не мог стоять на месте и кричал ему: давай, давай. Даже не знаю, можно ли это делать по правилам, но он же не подсказывал ему никакие Нет, элементы никаких изменений, секретов правильно? раскрыто не Да, было, точно. соответственно, давай, давай, ну, давай. Вот. Тренер же он тоже живой человек. Конечно, все очень сильно волнуются, и зачастую спортсмены это чувствуют. И спокойствие тренера, и волнение тренера. Но сегодня была очень такая серьезная заявка. Четверной сальхов, стартовый прыжок выполнил хорошо. Судьи оценили на плюс 1,94. Затем он просто улетел в тулуп бездумно, что называется, потому что он не встал, не стал удобно на ногу, чтобы сделать этот тулуп. Просто вот пролетел мимо. Дальше тройной сальхов, тройной тулуп, хорошо. Тройной аксель, двойной тулуп. И вот во второй части программы у него должен был быть длинная комбинация, должна была быть тройной аксель, двойной аксель. И, к сожалению, не удалось ему сделать тройной аксель. Вот сейчас как раз он на ваших экранах. Все. Силы в этот момент его уже начали покидать. И это было заметно. Но хочется похвалить, он работал, он старался. И потом, сделав тройной сальхов, он добавил туда 2 двойных акселя. Что как бы это тоже отнимает скорее психологических сил, потому что еще после этой длинной комбинации у него шел тройной ридбергер. И он тоже выполнил хорошо, и вращение старался. Конечно, не на высокие уровни были выполнены непрыжковые элементы. Но в целом видим, что спортсмен доволен. Спортсмен в одиночестве сидит в Kiss and Cry Corner, потому что Евгений Власов уже выводит на лед следующего спортсмена Даниила Жолобова. Такова судьба спортсменов, у тренеров которых много успешных учеников, которые выступают в финальной разминке. Но ничего, мы и публика поддержим Павла Савченко в Kiss and Cry. Публика ему аплодирует, ему приятно, сигнализирует ему, что катание понравилось. Пока судьи выставляют свои оценки, за сальхов с 2 акселями получил он 12.33, включая надбавку за то, что это было выполнено во второй части программы. А судьи задумались, оказывается, над вращением. И сейчас потихонечку в судейском протоколе высвечиваются пометки о том, что во вращении были не было базовой зафиксированы позиции, да, да. определенные позиции. Соответственно, базовая стоимость такого вращения понижается сразу же. И итоговая оценка, соответственно, тоже понижается. Поэтому потери, безусловно, есть. Ну а как еще быть, если у спортсмена было целых 2 падения, а это сразу 2 штрафных балла плюс съем по всем направлениям. И Павел Савченко по итогам 2 программ занимает 3-е место. На данный момент уступая чуть меньше балла Роману Хамзину. Хамзин поднимается и практически уже приближается к пьедесталу. Но это пока мечты. Даниил Жолобов, еще один ученик Виктории Буцаевой, Евгения Власова, школа «Легенда».
Даниил Жолобов в огромном темпе и в такой насыщенной, эмоционально качающей программе музыкой дал сейчас свою произвольную программу. И началась-то она с целого четверного луца, который, тем не менее, должен был быть в каскаде и с более четким ребром. Да. Как говорят судьи. А смотри-ка, убрали... А, нет, вернули, убрали восклицательный так, вернули букву «Е». Действительно, было там неправильное ребро, еще и судьи его понизили. А после этого он упал с четверного тулупа, и судьи тоже нашли там небольшой недокрут, что скажется на финальной оценке за этот прыжок. Тройной Ридбергер, четверной Сальхов, он выехал, но судьи точно так же находят там маленький недокрутик. И, в общем-то, вот так внешне смотришь, вроде нормальные прыжки, но при более детальном рассмотрении все-таки это заметней. Тройной флип, тройной тулуп во второй части Даниил сделал. Тройной флип, двойной аксель также сделал. И потом упал с тройного луца. Вот казалось бы, да, ты начинаешь программу с четверного и упасть на тройном. Ну это прям очень обидно. Ну, в этот момент уже очень ругался на себя Даниил. Даже позволил себе ударить кулаком по льду, выразив таким образом свои эмоции, презрение к ситуации, к тому, что ну как же так? Ведь всегда получается обида, расстройство и даже расстояние в Kiss and Cry Conor какое-то такое немножко отстраненное от тренера, как будто грусть. Ну, это действительно классная программа, классное могло бы быть катание, и если эти элементы действительно получаются и могут быть включены в произвольную программу, то это очень серьезная, может быть, заявка практически на любом уровне. Да, у Даниила прекрасный потенциал для того, чтобы расти дальше и по хореографии, и по прыжкам, и по вращениям. То есть везде вот как будто чуть-чуть чего-то не хватает. И вот общее впечатление такое как бы складывается, что как будто бы не доработал. Но нет, вот посмотрите, он тяжело сидит, дышит. Все-таки человек устал, напрыгал кучу четверных. Думают судьи. Получает он 128 баллов за произвольную, и это аж 8-е место. И с трудом преодолевает отметку в 200 баллов, 200,15. Занимает 6-е место по итогам двух программ на данный момент. А впереди два участника. И Михаил Алексахин уже гарантированно на пьедестале. И остальные с интересом тоже смотрят. А как откатаются Арсений Федотов и Алдар Самбуев. Арсений, ученик Тутберидзе, Дудакова и Глейхенгауза, выходит на лед с программой Shout Personal Jesus.
I'm talking to you, come on. Reach out, touch faith. Your own personal Jesus. Someone to be your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to be your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're on a blessing by the tender. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out, touch your own personal Jesus. Reach out, touch faith. Reach out, touch faith. Reach out and touch faith. Арсений Федотов. Вот молодец. Это я понимаю. Да, и вчера, и сегодня есть прыжок, который доставляет ему, видимо, какое-то чрезвычайное неудобство. И этот прыжок, вы, конечно же, видели, это тройной аксель, который в произвольной программе должен был быть выполнен с тройным тулупом, а не получился вовсе и было падение. Но сказалось ли это на всем остальном катании Арсения Федотова? Нет, абсолютно. В том-то и дело. Настоящий артист, настоящий мастер своего дела. И несмотря на то, что он всего лишь юниор, но он очень опытный спортсмен. И сориентировался, и добавил к финальному тройному Ридбергеру еще 2 двойных акселя. Класс, просто класс. Программа смотрится на одном дыхании, едется на одном дыхании. И очень ему подходит. А начинается программа с четверного тулупа, потом четверной сальхов, вращение. Все пока что стоят 4-го уровня. Я не вижу, чтобы судьи что-то пересматривали. Давай посмотрим повторы. Четверной тулуп с таким длинным выездом, перетяжка, петля. Здорово. Четверной сальхов, без какой-то долгой подготовки. Выезд в кораблик. И вот он, этот аксель. Вот сейчас с этого ракурса не очень хорошо было видно, но нам с комментаторской позиции было видно, что он не успел нормально перейти на левую ногу для того, чтобы выполнить прыжок ровно и хорошо, как в принципе он и умеет. Ну вот есть какие-то моменты технические, вот именно с акселем. И вчера у него тоже были проблемы, и сегодня. Но во всем остальном прекрасное катание, очень взрослое, настоящее, мужское уже. В то же время при таком высоком росте, спортсмену 16 лет, и он, тем не менее, делает вот эти сложные вращения, так высоко нога поднята во вращении. Здорово. Да, вращения действительно хорошие, на хорошей скорости. Центровка, то есть он никуда не смещается, вращается все время вот на одном маленьком кружочке. И растянутый. Было видно, как он встряхнул головой после этого акселя. Да что ж такое? И поехал дальше сражаться, работать и получать отличные баллы. 164 он опережает Михаила Алексахина в одной только произвольной программе почти на 20 баллов.
И огромное опережение по сумме двух программ. 240 баллов. И он сейчас впереди. Для того, чтобы Алдару Самбуеву стать первым, ему сейчас нужно набрать очень серьезные баллы. А у Алдара Самбуева ставка не на элементы ультра-си. У него только тройные прыжки, 3,5. А на чистое катание, на компоненты, на программу, которую он делает под пение шамана. Песня Цоя «Кукушка». Песен еще не написанных сколько. Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках. Кому жить или гореть звездой? Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили в поле. В бою мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме, да с твердой рукой в строю. В строю. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Вот так. Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Ответь! Хорошо с тобой, да плохо без тебя. Головы на плечи терпеливые. Под плеть. Под плеть. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Вот так. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. О, ну как же так, говорит и Алдар Самбуев всем своим внешним видом. И мы на комментаторской позиции, и весь стадион, и даже мы увидели, как технические специалисты и человек, который камерой вот снимает, ведет все эти элементы, даже он схватился за лицо. Что это было на финальном вращении? И мы не узнаем, к сожалению, мы не узнаем, вот
абсолютно чистый прокат вот с такими прыжками, побеждает ли он тот прокат с прыжками Ультра Си. Ну, посмотрим еще, да, как по элементам это сейчас распределится. Но по подаче, по энергетике было здорово. Стадион пел. Да, все пели. Подпевали Просто все пели. вслух. И тренер. тренер. Да, тренер Да. тоже стояла и пела. И вот Это было Алдар настоящий артист. потрясающе. Он очень гармонично смотрится и в короткой, и в произвольной программе. И вот сейчас была длинная комбинация, тройной аксель с двумя руками, двойной аксель с одной рукой и еще один двойной аксель, уже руки в группировке, как обычно. Здорово, просто здорово, и все выполнено качественно, хорошо. Но я думаю, что энергетика этой песни настолько мощная, что чуть-чуть все-таки не справился, и под конец его это подкосило, и, собственно, поэтому он и упал с финального вращения. Ну, вообще сил действительно оставалось все меньше и меньше. Было видно, что это не подарочный прокат, да, что каждый этот элемент, Он боролся. особенно во второй половине программы, включая то, что он туда перенес каскад, это все давалось кровью и потом, и ну просто как вот точка стало, к сожалению, стало это вращение, в котором силы его покинули. Это очень печально. Это балл снимается за падение. Это всего лишь 0,64 за это вращение, когда можно было бы заработать несколько баллов на таком, казалось бы, простом элементе, да, для спортсмена такого закрывать уровня. соревнования все-таки сложно, но сегодня он с ним справился, с закрытием этих соревнований у юниоров. С другой Алдар стороны, справился. у кого такого не случается. Всякое случается. Это, конечно, суровый урок для Алдара Самбуева. Стоил он ему золотой медали, наверное, а может быть, даже без этого падения, может быть, он не добрался бы по баллам до своего А вот соперника. сейчас посмотрим оценки Потому судей. что я уже вижу оценки. И это отставание в произвольной программе на 15 баллов. И по сумме двух программ также довольно-таки серьезное отставание в 14 баллов. И Алдар Самбуев становится вторым. На первом месте Арсений Федотов. На третьем месте Михаил Алексахин. Вот это напряжение. Мы не зря ждали завершения этих соревнований. Да, но парни выдали сегодня. Очень напряженный такой старт выдался. И абсолютно заслуженная тройка, я считаю. И Арсений Федотов, Алдар Арсения надо Самбуев, поздравить, конечно. Михаил Алексахин. Здорово. Десятикратно поздравить этого парня, который ошибся в акселе, но программу выдал такого уровня, что она была победной. Мне кажется, даже если бы вот вращение сделал Алдар, наверное, все равно бы Не хватило, конечно. не хватило. 14 Ну, баллов. Да, 14 баллов, да. Ну, Нужны четверные. да, нужны четверные, это правда. Но катается Алдар просто потрясающе. Все катались очень здорово, было очень интересно. Провалов у нас практически не было сегодня. Была борьба, и эта борьба доставила нам огромное удовольствие. Спасибо, друзья, спасибо Федерации, спасибо Первой. И Михаил Коляда, призер Олимпийских игр, мой сокомментатор. Спасибо тебе огромное за эти потрясающие часы, проведенные на комментаторской позиции. Спасибо вам огромное, спасибо за приглашение.
Дамы и господа, мы начинаем торжественную церемонию награждения победителя и призеров всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках «Звезды Магнитки» в одиночном катании среди юниоров. Победителем турнира становится Арсений Федотов, Москва. Jesus, someone to be your prayers, someone who cares. Второе место занимает Алдар Самбуев, Москва. Третье место занимает Михаил Алексахин, Московская область. To the music of the night, let your mind start a journey through a strange new world. Награждение победителя и призеров проводят рефери соревнований Юлия Соловьева и технический контролер Константин Кучин. Также памятная награда вручается тренеру победителя Этери Тутберидзе. Сейчас фотография на память. Спасибо вам за поддержку и до завтра.